Давайте приготовим рождественскую корону. Это очень вкусная, очень нарядная праздничная выпечка. Для этого нам потребуется просеять 500 грамм муки. В нее добавить 7 грамм сухих дрожжей. Туда же добавить одно яйцо, 350 грамм растопленного сливочного масла и 250 грамм теплого молока. Замешать тесто. Накрыть его полотенцем и оставить подходить на полчаса. Тем временем замешиваем второй вид теста. Для этого нам надо взять 220 грамм мягкого сливочного масла. В него добавить 75 грамм муки и замешивать масляное тесто. Получившееся пластичное тесто раскатываем между двумя слоями пергамента в пласт толщиной 1 сантиметр. И убираем его в холодильник минут на 20. Тем временем, когда мы готовили масляное тесто, наше дрожжевое тесто подошло. Мы его вымешиваем. Оно не должно липнуть к рукам, но тем не менее не должно быть очень сильно крутым. И раскатываем его в пласт в 2 раза больше, чем мы раскатали масляное тесто. Вот видите, я раскатала его по всему периметру пергаментной бумаги. Затем нам надо взять наше масляное тесто, которое хорошо замерзло в холодильнике, и от него пергаментная бумага очень хорошо отделяется, и выложить его на наше дрожжевое тесто сверху. Теперь дрожжевое тесто надо сложить конвертиком, ну вот в 3 раза как бы сложить сверху этого масляного теста. В этом очень хорошо помогает как раз пергаментная бумага, нам будет легче работать с этим тестом. В местах соединения теста надо его очень хорошенечко защипить вместе, чтобы при раскатке у нас масляное тесто не вышло из дрожжевого. И эту операцию надо произвести с обоих сторон. Теперь мы присыпем наше тесто немного мукой и раскатаем его, чтобы у нас получился такой аккуратный прямоугольничек, и чтобы нам можно было легче его складывать. Следующий шаг — это надо сложить наше тесто снова конвертиком, то есть в 3 раза. И опять же присыпем наше тесто мукой и слегка его раскатаем. И постоянно вы следите, чтобы у вас не раскрылись края и масляное тесто не вышло наружу. После того, как мы раскатали тесто, накрываем его вторым листом пергаментной бумаги и отправляем на 15-20 минут в холодильник. И такую процедуру нам надо будет провести 3 раза. Ну, таким образом, чтобы наше тесто 3 раза побывало в холодильнике. А пока наше тесто отдыхает в холодильнике, поджарим 70 грамм миндаля и хорошенечко его измельчим. По происшествии 15-20 минут достаем наше дрожжевое тесто из холодильника, слегка его раскатаем и снова нам надо его сложить конвертиком, то есть в 3 раза. И снова повторяем все то же, слегка присыпаем мукой, чтобы наша скалка не прилипала к тесту, раскатываем. Опять следим, чтобы не вышло масляное тесто за края.
Накрываем пергаментной бумагой и снова отправляем в холодильник на 15-20 минут. Это уже второй раз наше тесто побывает в холодильнике. Ну и вот снова у нас прошло 15-20 минут, и мы достаем наше тесто и проводим нашу процедуру последний раз. Раскатываем слегка тесто, присыпаем мукой, складываем конвертиком в 3 раза, раскатываем и отправляем в холодильник. Приготовим начинку. Для этого нам надо взять 50 грамм растопленного охлажденного сливочного масла, добавить туда 1 белок, 4 столовые ложки сахарной пудры. И все это хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Ну вот такая вот гладкая, блестящая начинка у нас должна получиться. Достаем теперь уже готовое тесто из холодильника, раскатаем его по всей поверхности нашей пергаментной бумаги. Теперь наше тесто надо разрезать вдоль на 2 части, хорошенечко промазать нашей начинкой, которую мы уже приготовили, обе поверхности теста. Потом на начинку выкладываем 70 грамм миндаля и на миндаль выкладываем 150 грамм изюма. Затем нам надо эти две части скатать в рулет. Старайтесь скатывать как можно плотнее, прямо хорошенечко. И защипайте края таким образом, чтобы начинка и изюм с миндалем не выпали. Проделываем ту же самую операцию со второй частью теста. Когда у нас готовы 2 таких рулетика, нам надо их между собой переплести в плотный жгут. Ну вот у меня не очень хорошо защипилось это тесто, я вам бы рекомендовала его не бойтесь, более плотно его защипляйте и растягивайте, подлиннее должны быть эти рулеты. И тогда оно перекрутится гораздо лучше и будет держаться лучше. И сворачиваем его вот в такой венок. Если вы хотите, чтобы у вас действительно получился венок, вы внутрь поставьте стакан, либо форму для кексов положите это тесто. Теперь выкладываем наше тесто на противень и ставим его в холодную духовку, включенную на 200 градусов. Пока духовка будет разогреваться, наше тесто подойдет еще раз. И выпекаем 35-40 минут. Но это вместе с расстойкой. Вот вы поставили тесто в духовку и 35-40 минут ставьте. Пока выпекается наша корона, приготовим помадку. Для этого возьмем 1 белок, слегка его взобьем. Потом нам в белок надо добавить 125 грамм сахарной пудры. Если она комочками, просейте ее. Должна быть помадка гладкая. И снова взобьем. Вот такого консистенции. Добавим 1 столовую ложку лимонного сока. И вот такая помадка должна выйти. Вот такая великолепная рождественская корона у меня получилась. Еще теплый пирог надо покрыть помадкой сахарной, которую мы только что приготовили. И сверху посыпать лепестками миндаля. И очень красивый и нарядный десерт рождественский должен получиться. Мы с вами сделали слоеное дрожжевое тесто, и оно на вкус очень мягкое, воздушное и совершенно не сухое. Очень вкусный десерт, я вам рекомендую от всей души, и приятного аппетита!